Привет, меня зовут Ваня, и сегодня я сам посмотрю и вам покажу Рождество и Новый год в Японии. Рождество в Японии – это, по сути, итог глобальной американизации в этой стране. Японцы ничего не знают о Рождестве, что это вообще такое. Они посмотрели американские фильмы и сказали: о, красиво, мы тоже так хотим. Ну, с Новым годом там немного другая ситуация. В общем, сегодня мы все вместе пойдем погуляем по вечерней Осаке и посмотрим, как японцы встречают эти праздники. Раз, два, три, елочка, гори! Красиво, да? На самом деле, обычно здесь еще красивее, так как проводится, помимо этой елки, проводится еще немецкая рождественская ярмарка. Но в этом году, как и в прошлом, я так понимаю, из-за коронавируса, ярмарку отменили. Но люди все равно приходят, я так понимаю, может по привычке, может с надеждой, а может просто не знают. Но обычно здесь очень много людей, вся эта территория заполнена всякими там палатками, не только с немецкими сосисками и пивом, здесь еще там, я помню, и русская с матрешками. Но, к сожалению, в этом году ничего такого нет, только елка, музычку включают, шарики продают, но все равно немного романтично, да? Несмотря на то, что японцы обожают смотреть фигурное катание, в самой Японии ледовых катков очень мало, особенно на открытом воздухе. Ну, по крайней мере, в Осаке. И вот этот вот находится возле Осакского вокзала. Ну, хотя бы как-то добавляет атмосферу зимы, потому что, ну, снега здесь нет вообще. Средняя температура в декабре примерно 5-7 градусов. Поэтому этот каток хоть как-то спасает ситуацию. Покажи мне мастер-класс, давай. Все? Один круг только? Давай еще два. А, вот, видала. Анька, так умеешь? We wish you a Merry Christmas. We wish you
Хоть город и старается, но атмосфера праздника чувствуется слабо. Ну потому что это и не праздник для японцев. Если кто-то и говорит «Мэри Крисмас», то только забавы ради. Никто всерьез друг друга не поздравляет. Ну и подарки дарят только молодые пары, и детям приносит Санта-Клаус под елку. В Японии выходным днем Рождество не является, поэтому и особых гуляний нет, ведь завтра на работу, если это не попадает на воскресенье, как в этот раз. Тем не менее, давайте посмотрим, как город будет выглядеть на следующий день после Рождества. Сегодня 26 декабря, и уже с самого утра все связанное с Рождеством разбирают. Вот это, кстати, белое, это снеговики, которые вы видели. Да, кое-где еще и иллюминация висит, но вот именно рождественские декорации меняются на новогодние традиционные украшения. Вот в плане Нового года японцы еще держатся. Я имею в виду, что еще не так сильно влияние западной культуры. Японцы следуют традициям Нового года, но вот, правда, молодежь потихонечку от этого отходит. То есть там ночные клубы, бары, собираются в центре города, салюты и так далее. Но обо всем по порядку. Новый год имеет статус государственного праздника. Количество выходных зависит от компаний, но обычно это с 29 декабря по 3 января. Как и у нас, Новый год – это семейный праздник. Много людей возвращаются на малую родину, собираются большими семьями. В этом мы схожи. Но вот само отмечание Нового года очень сильно отличается. Если у нас это шум, гам, веселье, огромный стол, подарки, алкоголь, то в Японии это скромный семейный ужин, который не всегда отличается от обычного. И некоторые уже там 10-11 часов идут спать. Мы спать не собираемся, но Новый год будем проводить не дома, поэтому не могу показать вам весь стол, классический, традиционный. Еда, кстати, на Новый год называется все это осечирёри. Покажу малую часть. Обязательно надо кушать в Японии вот такую вот лапшу странного какого-то серого коричневого цвета. Лапша гречишная, называется тосикоси соба. Длинная символизирует длинную счастливую жизнь. Вот. Еще японцы кушают вот такие вот рисовые сладости, называется мочи. Я даже один раз лично готовил. Не скажу, что сладкие, но в принципе неплохо. Есть одна штука, которая объединяет наш новогодний стол и японский. Это, конечно, барабанная дробь, мандарины. Да, здесь их тоже очень любят. В общем, никакого ажиотажа, все тихо, спокойно. Он даже по телевизору «Иронию судьбы» не показывают. Кушаем и идем встречать Новый год. Те, кто не спит, приходят в буддийский храм послушать Джоэ но Кане. Слышите, да? 108 ударов в колокол. Почему 108? Потому что считается, что у человека 108 пороков, и нужно именно столько ударов для полного очищения. В некоторых храмах бьют только монахи, в некоторых разрешают сделать это обычным людям. Давайте посмотрим. И не только людям. Также в некоторых храмах бесплатно дают выпить саке. Еще одна традиция – хацухиноде – встреча первого в году рассвета. У нас был шикарный план подняться на обзорную площадку одного из небоскребов рано утром и, обнявшись, устремить взгляд на восходящее над городом солнце. Но я накосячил. Нет, не проспал, а поздно спохватился. За неделю стал узнавать о билетах, а они уже все были раскуплены. Романтика не получилась, пришлось встречать рассвет в жилом районе, на корточках, зевая и трясясь от холода. Если провожают старый год в буддийском храме, то новый обычно встречают в синтоистском.
Эта традиция называется хацумодой. С самого утра японцы приходят помолиться, купить каких-нибудь оберегов, загадать желание с помощью дарумы. Об этой традиции я рассказывал в недавнем выпуске про осень. Также читают предсказания. Если предсказание не нравится, не беда, можно здесь же его и повесить. И вроде как не сбудется. Очень удобно. А вот традиция на Новый год дарить подарки в Японии не очень популярна. Дарят детям, но не подарки, а деньги. Вот в таких вот специальных конвертах новогодних. Ну, вроде бы все важное рассказал. Если вам показалось, что японцы Новый год встречают слишком уж спокойно, а может даже и скучно, то давайте взглянем, как это делает молодежь. Мы сейчас в самом центре Осаки, улица Дотонбори, считанные минуты до Нового года. Народа, я бы не сказал, что очень много, вы можете увидеть за спиной у меня довольно свободно люди стоят. Процентов 90 все это иностранцы. Пьяных много, но не агрессивные. Полиции очень много. Кстати, вот там, особенно на мосту, они не пускают на мост, точнее на мост пускают, но не дают остановиться. То есть остановился, шнурки завязать, сразу подбегает 5 человек, говорит: проходи, проходи. Не знаю, с чем это связано, но догадываюсь с тем, что в прошлые годы с этих мостов прыгали пьяные молодые леди в воду. Я еще удивлялся, почему полиция никак не препятствует. Ну вот, взяли за дело. Все, ждем Новый год. Но прыгать ведь можно не только с мостов. И молодежь понять можно. Развлекают себя как могут, так как город никаких мероприятий не организовал. Раньше хотя бы был обратный отсчет на больших экранах, сейчас и этого не было. Людям приходилось смотреть телефоны и отсчитывать самим. Все, 2022 год настал, с чем я вас, собственно, и поздравляю. Не болейте, пусть у вас все будет хорошо. Сподіваюся, что с моей любимой краины перестанут приходить дрянные новины. Также было бы неплохо, если бы интерес к этому каналу подрос. Так что делитесь с друзьями, знакомыми, пишите комменты, лайки и так далее. В общем, с Новым годом. Ну а пока.